Сегодня прохладным апрельским утром хотел с вами поделиться значимым известием для нас. Расскажу немного предысторию. Какое-то время назад к нам обратилась соседка Инесса. Она живет там неподалеку от нас. С предложением приобрести ее участок, который находится рядом с нами. Но сначала мы отказались, потому как, во-первых, свободных денег нет, да и времени заниматься этим участком нет. В итоге предложила нам вариант покупки в рассрочку, то есть по мере возможности будем отдавать деньги за этот участок. И мы согласились. Участок, конечно, в супер запущенном состоянии. Находится вот это вот то, что сухие, видно на деревьях, оплели, высохли, и деревья уже погибли. Это такая лиана. Вот я тут уже ее начал откашивать под деревом. Она очень тяжело рвется, тяжело косится. Вот она, вот пруты вот такие вот достигают этих лиан. И вот она тут повсюду. И по земле плетется. Так, а еще что у нас подвигло на покупку? Это то, что у нас вроде бы большой сад. Участок, точнее, да, 1,5 гектара. Но на нем практически все засажено. То есть даже свободного места нет. Там под грядки еле выкроили где-то около дома. Поэтому вот такой земли, чтобы что-то посадить. Картошку, тыкву, как мы планировали. Кукурузу. Вот у нас, в принципе, и места-то не было. Поэтому мы решили, что это, если не знак. И вот согласились. Участок, как я сказал, уже 30 соток. Сейчас я немного покажу. То есть он вот до того забора идет, тот вот синий коровник, старый заброшенный соседский. Там вот забор у него. Он достаточно большой. И тут, в принципе, если убрать все эти деревья, почистить, то тут земля плодородная. Вот тут даже не пройти. Какие лианы огромные. Земля плодородная, тоже соседка рассказывала. Картошку выращивала когда-то давно. И еще большой плюс, что здесь есть кусты чая. Вот он тут не только вдоль забора, вот здесь вот забор, вдоль забора он здесь растет еще, вот они огромные, но еще на самом участке. Они хаотично разбросаны. Это вот, кстати, уже молодой чай полез. Вот они, побеги молодые. Вот, то есть тут можно еще частично засадить этим чаем, будет размножить его. Это нас тоже привлекает. Ну, сейчас, конечно, самая большая работа. Это надо все вот это расчистить. Вот смотрите, какие тут лианы огромные. Все заплели. А там вот чуть повыше деревьями обросло маньчжурского ореха. Вот как сорняк падает вон с тех взрослых деревьев. И на этом участке молодые прорастают. Но они молодые, вот за 2 года такие вымахивают примерно стволы. Я там тоже начал уже пилить потихоньку, просто посмотреть, насколько это все быстро убирается. Ну, сегодня начнем расчистку такую глобальную. Влад обещал приехать помочь. Наверное, по плану сделаем, может быть, где-то посередине какую-то кучу, куда будем спиливать, все это сбрасывать и сжигать. Но остальное, после того, как все вырежем, почистим, мотоблоком надо будет пройтись. У меня теперь есть новые фрезы по целине. Они должны как раз взрыхлить вот эту лиану, чтобы не дать ей дальше распространяться по участку. В общем, сейчас готовлю инструмент и приступим.
Так, вот уже какой кусок расчистили. Пришел нам Тимофей на помощь, да? Придумали новый способ, как избавляться от вот этих куч. Прям их предварительно подпиливаем там внутри. И потом туда огонь запускаем. Заодно и куст сгорает. Ну и процесс быстрее идет, потому как эти лианы переносить с места на место очень проблематично. Я вроде прокашиваю триммером вокруг, но все равно там какой-то 1-2 остается, цепляется, и в итоге тяжело это все идет. И по времени медленно, поэтому вот решили сейчас попробовать таким образом все сжигать. Каждый куст просто переносить. Сегодня тем более погода такая дождливая. Я не думаю, что огонь быстро куда-то разойдется. Сейчас попробуем, что получится из этого. Ну вот, мне кажется, так процесс намного быстрее пошел. С костры дымят. Хорошо, еще такая пасмурная погода. Вечером дождь обещает, поэтому можно не переживать, что тут это будет дымить всю ночь, беспокоить соседей. Поэтому вот такой уже огромный участок расчистили. Буквально за несколько часов с ладом. И вечером, ну, ночью нет, и рано утром. Второй день работ на участке. Сколько получается? 3 ряда полностью выпилили. Сейчас переходим к 4-му.
сказать спасибо? Ну да, они тут все затянуты За многие лианами. года он увидит свет нормально. Смотри, какая земля. Просто чернозем. Вот, смотрите, какая земля. Почти чернозем. Ну да, на сколько лет здесь. Под таким слоем листьев. Перегноя тут хватает. Перепахать тут. Да, земля очень плодородная. А это вот чай. Листики. На этом участке раньше была плантация чая. И очень много вот раскидано маленьких кустиков, где-то малышей по всему участку. Так что будем восстанавливать плантацию. Влад нам опять помогает, за что ему большое спасибо. Heart filled with worries, no more. In a world full of sorrow, you watch the world from the place beneath the willow. So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. Да. Ну да, что ей там вибрирует? Out of the darkness, a sound. It all seems so heartless. A silver light. Don't you wait until the morning light, the morning light. Far away until you're out of sight, you're out of sight. Cause you gotta let know while you can. Don't look back, don't forget. You gotta let know while you can. Don't look back, don't forget. You gotta let know while you can. Don't you wait until the morning light, the morning light. Far away until you're out of sight, you're out of sight. А вот у нас тут еще шланг проходит, соседи снизу, вдоль всего участка. Поэтому прежде чем косить триммером, я вот здесь собираюсь, мелкий поросль, нужно убрать шланг, чтобы его не повредить. Поэтому надо его сначала раскопать и пустить там вдоль забора.
Посмотрите, какой шикарный вид. С участка открывается на горы. На это можно смотреть вечно. Она вот прижалась. Еще должна... Вот, все. Все. У нас сегодня 3-й день очистки участка. Вот так уже, наверное, больше половины убрали. Но еще много все равно что делать. Поэтому приступаем за работу. Сейчас, наверное, буду вот так идти рядками и туда кверху. Вот это здесь кое-что уже сожгли. Надо будет сейчас в кучку собирать и тоже сжигать. А потом в дальнейшем планирую проходить мотоблоком, мотокультиватором, чтобы убрать тут основную проблему этого участка. Это вот эти вот лианы. Вот видно, они тут просто как сеть под землей. Ну, наверное, не под землей, а вот прям на верхнем слое. Все окутывает, опутывает. Еще немного, и это, конечно, все пойдет в рост. Поэтому нужно после зачистки, обрезки деревьев полностью переколоть, перебить эти лианы. Наверное, кто-то из наших постоянных зрителей заметит, что у меня другая пила. Это, кстати, пила Влада, сабельная. Она не совсем предназначена для этих целей. Но, к сожалению, наша цепная пила аккумуляторная поломалась. Причем уже во 2-й раз. Отдали ее по гарантии в ремонт. 1-й раз меняли в ней мотор. Сейчас не знаю, еще жду ответа. Пока только доставилась в сервисный центр. Такая неприятная ситуация. Ну, спасибо Владу, выручает такой. Ей можно пилить, ну, конечно, она больше вибрирует, чем пилит. Ну пойдет. Зато получается такие вот ровные, гладкие спилы.
А это ствол вот этой лианы, который плетет акацию. И смотрите, он как удав просто. Вот так вот вокруг акации. Оно очень плотное дерево. И то оно просто сжимает и убивает. Вот орешник послабже, вот он его сламливает, он прям падает. А акацию потяжелее. Ну вот какие шрамы остаются. Это какая вот мощь, да, у растения должна быть. Надо посмотреть, как он правильно называется. Ну, ее даже вот такой тоненькую, ее практически невозможно порвать. То есть ее возможно вырвать откуда-то, но порвать ее между этим вот просто невозможно. Да, вот она порвалась там у корня только вот здесь, где есть пересечение. А вот в этом месте, мне кажется, вообще невозможно порвать. Не загибай, я уже пробовала. Да, то есть настолько она прочная. Ну вот там местные жители рассказывали. То есть ее использовали для подвязок. То есть вот эту шкуру вот так вот отдираешь. И она тоже очень прочная. И можно вот так вот. Вот ее загребаешь и вот этим подвязываешь. Я, кстати, попробовал тоже ежевику эту сделать. Вот она. О, на разрыв. Вот. Ну вот еле рву. Вот еле рву. Вот такую тоненькую. То есть надо же, природа, да? Все сделала. Но это захватчик, конечно, страшный. Тем более в этом климате он не перемерзает в земле и распространяется моментально. Так что надо быстрее избавляться. А скажите, кому нужны саженцы? Лиан? Можем передать, да? I feel like I've been here before, familiar with the view. This ain't nothing new. And every time that you walk through the door, I'm hit by the same old side, blinded by the lights, and I'm going through changes. О, кстати, But it's easier with you. I'm going through changes, and so are you. I live for the moments when you're around me. I know you've got secrets, but I can't keep on. And we're fading in and out together. The fuse wide open, stuck in the moment. The fuse wide open, stuck in the moment. The fuse wide open, stuck in the moment. When I'm with you, I am not myself. You bring out the best in me, the side only you can see. And I don't need any other help than you standing by my side. If only for a while. I'm going through changes, and so are you. I live for the moments when you're around me. Так, а у нас сегодня 4-й день расчистки участка. Мы уже более основательно готовимся к этим работам. Вот сделали въезд для мотоблока. Такой, можно сказать, по-колхозному, да. Ну, главное, что он рабочий был. То есть прикрепили вот такой столб к сетке просто к старой. И теперь мы его отворачиваем и заезжаем уже мотоблоком с тележкой. Провели сюда провод. Вот он у нас лежит для зарядки аккумуляторов. Вот здесь у нас будет на столе станция зарядки. Вот под ней лежит удлинитель. Тут перекусить все, что необходимо.
Вот там у нас рабочая бригада. Место отдыха даже организовано со стульчиками. Ну, оставшийся инструмент еще лежит в прицепе. Сейчас буду подкашивать. В этот раз тоже решил леску надеть для травы, потому что тут очень много травы. Но где уже молодые деревца, там буду ставить диск, который тоже вот взял с собой. Вот так вот тут чай уже освобождаем. Молодые листочки лезут. Поэтому скоро начнем сбор чая. Вот у Насти тут процесс обработки кустиков, Я да? так вокруг обчищаю, чтобы раз случайно не скосил его. Ну да, чтобы было видно кустики. Да. А так уже большая часть, мне кажется, сделана. Вот здесь мы много почистили вдоль забора. Вон там еще, конечно, предстоит, где овраг. Вот, а так большая часть территории уже готова. Остался буквально вот этот вот уголок. Синий коровник там стоит вдалеке. Вот, можно сказать, до него участок. И вот там вот у нас уже тоже начали расчистку, уже почти доделали. большой. Вот, да я вот его отвалю пусть, у него же ненадолго. Ну да, он его затянет. Ну и так оно, да, куча.
Так, а сегодня уже 5-й день расчистки участка. Осталось совсем немного. Вон там молодняк, деревья. И, наверное, самый сложный участок — это опять же с зарослями ежевики. По ежевике у меня уже есть опыт. Но единственное, тут осложняется то, что не всю нужно под ноль скашивать, а посматривать на чай, который тут между кустами кое-где имеется. Ну, буду по возможности обходить крупные кусты, а потом уже вручную придется там подчищать уже непосредственно, где сам чай. Вот такой тут кусок заросший остался. Но я скажу, по большей части уже все готово, все расчищено. Вот эти кучи, которые мы навалили, немного подсохнут, и сожгем их тогда. Такие вот тут дебри вдоль забора. Мы уже подобрались к границе участка. Да, да. И тут просто куча кустов с чаем. Это вот все чай. Вот это все чай. И заплела такая вот колючка мощная. Ее прям не вытянешь, ничего. Ее только вырезать. А это наша любимая ежевика. Вот результат на сегодня. В принципе, небольшой кусочек там вдали остался. По деревьям, по траве еще, конечно, много чего. Вот такие уже огромные кучи. Учитывая, что сожгли уже несколько раз. Но вот эти будем копить, ждать, пока подсохнет. И уже одним разом в какой-нибудь вечерок все сожгем. То есть, я думаю, ближется к завершению процесс расчистки. Сил, времени, если хватит, то, я думаю, доделаем 2-3 дня еще. Так, а это уже 6-й день расчистки участка. В принципе, остался небольшой вот здесь вот кусок с деревьями. Ну и потом основная будет задача, наверное, уже в течение года будем расчищать эти кусты от ежевики. Самое главное сейчас, наверное, вот это вот убрать. И у меня, наверное, там 3 полосы еще осталось.
Постараемся тоже сегодня все успеть. Поехали. Так, допилил я весь этот участок. Останется тут только убрать. Возможно, оставлю это на вечер, чтобы не так жарко было таскать. А сейчас пойду, наверное, доделывать туда ближе к оврагу. Потому что деревья поспилить надо. Чтобы уже со спилом можно было покончить. А вот какой потрясающий вид на горы. Наверное, камера так не передаст, конечно. Но там где-то в дымке снежные вершины. Кучи какие сделали. Сейчас, наверное, то, что сегодня срубил, уже буду вот в третью таскать. Так, а это у нас следующий день. Тарас вот продолжает дорезать орех здесь во овраге. А я сегодня хочу заняться уборкой вот этого овражка. Нам в придачу с покупкой участка досталась куча мусора. Поэтому ее нужно убрать. Вот видно. Там чего только нет. Вот это место. И вот видно мусор какой-то строительный, и бутылки. Там еще пакеты. В общем, пойду убирать. Так, мусор здесь убрали. Все, что вот нашла. Остался только в этом месте вот шифер. Может быть, потом еще доберемся. Тут нужно будет прокосить и убрать оставшиеся. И вот
только вот распилили еще ореха, убрали во враг ветки. Еще немного осталось в этом углу. Сегодня у нас по плану сжечь кучи, которые мы насобирали. Но что-то они не очень активно горят. Влажные, конечно, ветки. Вот один ряд ореха у нас еще остался. И все, там уже начинается бамбуковый лес. Его мы трогать не будем. Пусть бамбук растет. Вот уже начинается. И вот немного ореха дорезать. И будет с этим покончено. Кучи все-таки влажные, не хотят гореть. Ну, я думаю, ничего страшного. Будут солнечные дни, ветки просохнут и еще попробуем поджечь. Пока как есть. Ну и останется вон там вот на краю участка очистить еще чай от ежевики. Там такая достаточно кропотливая работа и занимает очень много времени. Сейчас покажу, сколько мне удалось уже расчистить. Такие вот кустики хорошие. На будущее еще хотелось бы сделать такие ровные рядки из чая, чтобы было удобно обслуживать, косить между ними. Надо будет потом этим заняться. Чай уже можно начинать собирать. Уже вот такие вот хорошенькие побеги. Соседи уже приходили, собирали у себя там на участке. Так что пора. На следующей неделе, я думаю, начнем собирать. Вот, и здесь уже начинается опять заросли из ежевики. И вот среди них кустики чая. Нужно будет освобождать. Ну, будем постепенно этим заниматься. Косить все под ноль, конечно, жалко. Все-таки хочется сохранить кустики. Они долго растут. Поэтому будем постепенно очищать. Еще в дальнейшем планируем заняться восстановлением забора, который идет по периметру всего участка. Он местами полностью упал на землю под тяжестью лиан вот этих, ежевики. Нужно будет восстановить. Кузя разыгрался, да? Пришел к нам на финальную часть. Вот такой вот огромный участок, заросший, заброшенный, удалось расчистить всего лишь за неделю. Да, и хотелось бы сказать спасибо Владу и Андрею за помощь. Не знаю, без них бы мы растянули это удовольствие недели на 2, а то и больше. Ну да, сомнительное удовольствие, как бы. Поначалу воодушевленно работаешь там, ну, наверное, дня 3 прям мы работали на энтузиазме, а потом уже Силы покидают постепенно. силы покидает. Плюс еще наш основной работник, помощник, это вот цепная пила, да, сломалась. И спасибо еще Владу, что он оставил свою, да, свою пилу. Ну, она все равно для этих целей не предназначена. И вот Поэтому и дольше. ей чуть-чуть дольше, да, она чуть-чуть больше вибрирует, чем пилит. Но как бы все равно это намного лучше, чем этими китайскими пилами, да, и всем остальным. Ну вот.
Кстати, сегодня позвонили, сказали, что пила готова, ее отправили нам ее. Отправили новую, потому что там согласовали с производителем, в общем, какой-то заводской брак. Надеемся, что с новой уже таких проблем не будет. Кузя у нас тоже хорошо помогал, да? Охранял территорию от соседской собаки. Уже тут ходил, все углы помечал. Да. Признал территорию. Чтобы все знали, да, что это теперь Кузя живет, охранник. Теперь у него в 2 раза больше работы, да, почти? Да, и чем еще хороший этот участок, что практически тут нет деревьев, за исключением тех, которых мы оставили, да, это вот цитрусовые какие-то, там пару апельсинов, несколько мандаринов, чайные кусты, то есть которого тоже невысокого. Наверное, получастка, да, здесь можно сказать, что чайные кусты. Да. Остальной участок мы планируем под однолетние растения какие-то использовать, да, Ну, чтобы там тыква, кукуруза, картошка, капуста, возможно, фасоль, да, ну что-то что-то такое. Больше территории распахать и сажать. Да, чего у нас вот как раз не было свободной территории. И мы вот только с Настей поймали себя на мысли, что мы только в том году, когда собирали чай здесь, еще думали, вот хорошо бы нам иметь такое место, да, где могли бы что-то посадить, там собрать чай. И вот уже в этом году наши мечты осуществились. Поэтому бойтесь своих желаний. Они имеют свойство сбываться, если это очень сильно хотеть. Поэтому сейчас пойдем отмечать. Хотели сделать это на улице, но погода немного испортилась, поэтому, наверное, разожгем камин, да, и пожарим там. Посидим дома. Все, поехали, заводим. Когда убрал, мама, когда убрал и машину взяли. Дима, пошли помогать. Там уже решетку закрываем, когда уходим куда-то. А если мы рядом здесь сидим, да. И так хорошо. Без решетки, да? Да. Да. Есть.